Всем привет, дорогие друзья! Специально для вас в преддверии Пасхи я сделала сборник из 5, на мой взгляд, лучших рецептов куличей на моем канале. Я постаралась сократить время видео, но при этом рассказать о всех нюансах приготовления этих куличей. Конечно, я оставлю ссылки на полные версии рецептов под видео в описании. Это великолепный золотой кулич на александрийском тесте. Шикарные итальянские панеттоне по своему любимому рецепту. Конечно, мой авторский рецепт кулича краффина, который, кажется, уже переснял весь интернет. Ленивый кулич фактически без замеса теста. И совсем простой и быстрый рецепт кулича на бездрожжевом тесте. Хочу поделиться с вами рецептом великолепного кулича на александрийском тесте. Это реально золотой кулич. Он очень вкусный, тесто влажное и ароматное. Я всем рекомендую приготовить такие чудесные куличи. Это и просто, и быстро, и очень вкусно, и красиво. Для приготовления александрийского теста понадобится топленое молоко. Его можно приготовить дома или купить. Готовлю опару. Обычно я ее делаю вечером, а уже на следующий день замешиваю основное тесто. В теплое топленое молоко добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. И оставляю постоять на 5-7 минут. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, перемешиваю венчиком. Добавляю желтки, перемешиваю и по одному добавляю яйца. Каждый раз хорошо перемешиваю. В полученную массу вливаю подошедшие дрожжи. Получается не густая опара, муку в нее добавлять не надо. Закрываю миску пленкой и оставляю опару при комнатной температуре на 10-12 часов. Также вечером я подготавливаю изюм. Заливаю его свежевыжатым апельсиновым соком. Опара за ночь хорошо перебродила. Она поднялась и осела. Благодаря этому у теста будет великолепный вкус. Опару слегка перемешиваю. Ароматизирую сахар цедрой апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю сахар с цедрой и оставляю на 5 минут. Теперь всыпаю его в опару, добавляю мед и экстракт ванили. Просеиваю муку. Ее буду добавлять постепенно, исходя из консистенции. Добавляю соль и куркуму. Она придаст красивый солнечный цвет тесту. Перемешиваю все сначала лопаткой. Постепенно всыпаю муку. Добавляю все 700 граммов. Тесто получается довольно вязкое. И теперь перемешиваю все миксером примерно 10-12 минут. Надо, чтобы тесто собралось в один ком и стало отлипать от стенок миски. При вымешивании развивается клейковина муки, и тесто будет более нежное и волокнистое. Изюм я выложила в сито и перемешаю его с 1 ложкой муки. Добавляю его в тесто, всыпаю цукаты, перемешиваю. Большую кастрюлю смазываю растительным маслом без запаха, перекладываю в нее тесто. Закрываю пленкой и оставляю подходить в теплом месте на 1,5-2 часа. Может понадобиться и больше времени. Тесто великолепно подошло, увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Стол смазываю маслом и выкладываю на него тесто. Слегка обминаю. Оно просто невероятное, такое нежное, прямо живое. Я буду выпекать 3 больших кулича в формах диаметром 14 см и высотой 8,5 и 1 небольшой кулич диаметр формы 9 см и высота 8,5. Делю тесто. У меня 3 части по 550 граммов и 1 250. Тесто аккуратно округляю и перекладываю в формы. Накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке в теплом месте примерно на 1 час. Затем снимаю пленку и оставляю еще на 1 час. Мне надо, чтобы сверху тесто немного как бы подсохло. Тогда у куличей получится такая красивая ровная шапочка. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно заняло всю форму
И теперь я отправляю все выпекаться в разогретую до 160-170 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Куличи испеклись. Проверяю их готовность. Они получились очень красивые и ароматные. Маленький кулич я достала из духовки чуть раньше. Оставляю куличи остывать. И теперь украшаю их по своему вкусу. Я использую белковую заварную глазурь. Ссылки на разные рецепты глазури я оставлю под видео в описании. И украшаю сверху разноцветными посыпками. В этих куличах потрясающее тесто. Оно влажное, сдобное и ароматное. В нем много цукатов и изюма. Это очень вкусно и красиво. И сегодня я предлагаю вам мой рецепт панеттоне, по которому он у вас точно получится. Он такой ароматный. Легкий, душистый. Я уверена, он всем понравится. Начинать приготовление надо накануне вечером с опары. Вливаю в миску теплую воду, добавляю сахар, дрожжи, перемешиваю, просеиваю муку, также перемешиваю. Миску закрываю пленкой и оставляю в теплом месте примерно на 30-40 минут. Когда опара подошла, начинаю готовить первое тесто. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, перемешиваю венчиком. Добавляю яйца и снова перемешиваю. И теперь добавляю в миску опару. Просеиваю муку и теперь замешиваю тесто лопаткой до однородности. Должно получиться довольно жидкое тесто. Закрываю миску пленкой и тесто отправляю в холодильник на ночь, примерно на 10-12 часов. И также с вечера я замачиваю изюм в роме, можно в коньяке или в апельсиновом соке. За ночь тесто хорошо поднялось, я его обминаю. И теперь готовлю основное тесто. Выкладываю в миску мягкое сливочное масло, добавляю сахар и хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу. Добавляю яичные желтки и снова взбиваю. Добавляю цедру апельсина, лимона и лайма, мед и добавляю первое тесто. Хорошо все перемешиваю миксером. Добавляю экстракт ванили, просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю. Дальше тесто я буду замешивать при помощи миксера в течение 10 минут. Теперь оставляю тесто на 5 минут отдохнуть, закрываю его сверху пленкой. Второй раз вымешиваю тесто в течение 10 минут, снова оставляю отдохнуть на 5 минут. Третий раз вымешиваю тесто в течение 10 минут. Оно уже становится таким гладким, однородным. При вымешивании в нем хорошо развивается клейковина. Тесто я хорошо вымесила, оно начало отлипать от стенок миски. Теперь добавляю изюм, замоченный в роме. Остатки рома я слила через сито. И также в тесто я добавляю цукаты. Перемешиваю еще пару минут. Чистую большую миску смазываю растительным маслом без запаха. Перекладываю в нее тесто. Руки смачиваю водой и вытягиваю тесто крест-накрест. Переворачиваю. Закрываю миску пленкой и оставляю тесто в теплом месте примерно на 30 минут. Снова смачиваю руки водой и вытягиваю и складываю тесто крест-накрест. Закрываю миску и оставляю теперь на расстойке примерно на 2 часа. Тесто сдобное, и ему для подъема может понадобиться даже больше времени. У меня тесто подходило примерно 2,5 часа и увеличилось в объеме более чем в 2 раза. Стол смазываю растительным маслом и руки также. Выкладываю тесто на стол и слегка его обминаю. Оно такое приятное, буквально живое. Делю его на 4 части, каждая по 325 граммов.
Выпекать панеттоне я буду в бумажных формах, диаметр 11 см и высота 8 см. Тесто округляю и выкладываю в форму. Она должна быть заполнена меньше, чем наполовину. Формую все куличи. Переставляю на противень, чтобы формы потом не передвигать. Накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 1 час. Через час я снимаю пленку и оставляю дальше на расстойке еще примерно на час-полтора. Надо, чтобы тесто заполнило всю форму. Посмотрите, как тесто поднялось. Оно заполнило всю форму. Теперь сверху острым лезвием делаем крестообразный надрез. Края теста отгибаем. В середину выкладываю небольшой кусочек мягкого сливочного масла. Все это нужно, чтобы у панеттоне выросла красивая шапочка. И теперь отправляю выпекаться при температуре 170 градусов. 5 минут у меня включен только низ духовки. Затем я включаю и низ, и верх духовки и выпекаю еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Куличи испеклись. Какие они красивые, ароматные. У них выросла вот такая красивейшая шапочка. Они очень легкие, воздушные. Проверяю готовность. И по традиции панеттоне остужают, подвесив головой вниз, чтобы у них не опала вот эта высокая шапочка, так как тесто здесь очень легкое. Внизу формы с куличами прокалываю бамбуковой шпажкой. И я соорудила вот такую конструкцию, на которую их подвешиваю. И таким образом оставляю панеттоне остывать и подсыхать примерно на 5-6 часов. Украшайте куличи по своему вкусу глазурью или сахарной пудрой. Я ничем не буду украшать, они и так очень красивые. А какие они вкусные! Обязательно приготовьте их к Пасхе, они всем понравятся. Предлагаю вашему вниманию мой авторский рецепт кулича краффина, его улучшенную версию. И на мой взгляд, кулич краффин получается еще вкуснее, еще лучше. Красивый, высокий, влажный и сладкий. В нем много слоев с цукатами. Тесто невероятно вкусное. В теплом молоке разведу дрожжи. Всыпаю 1 столовую ложку сахара от общего количества и всыпаю дрожжи. Перемешиваю и оставляю на 5-7 минут. В миску разбиваю 2 яйца и 3 желтка. Всыпаю сахар и соль. Взбиваю миксером в пышную светлую массу. В другую миску просеиваю муку, но не всю. Буду добавлять ее постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи. Вливаю яичную массу, натуральный апельсиновый сок. Добавляю цедру апельсина и лимона. И также мед. Замешиваю тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Хорошо вымешиваю. Тесто получается еще вязкое. Добавляю в него дополнительно муку. Забыла добавить экстракт ванили. Сейчас добавляю. Тесто получилось нежное, слегка липкое. Я дополнительно добавила 80 граммов муки. Вы также ориентируйтесь на консистенцию теста. И теперь буду вымешивать его на столе, чтобы оно стало гладким, эластичным, не прилипало ни к рукам, ни к столу. Примерно это займет 10-15 минут. Но, конечно, можно его вымесить и в тестомесе. Миску и руки смазываю маслом. Подбираю тесто и перекладываю в миску. Посмотрите, какое оно получилось. Нежное, живое. Закрываю пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Готовлю песочную крошку. В муку всыпаю сахар. Добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку.
и отправляю пока ее в холодильник. Заранее надо подготовить формы для куличей. У меня 4 формы, диаметр 12 см, высота 10 см, но я ее еще нарастила пергаментной бумагой до высоты 15 см. Бумагу я не смазываю, она у меня хорошего качества. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Руки смазываю маслом. Делю тесто на 2 равные части, примерно по 665 граммов. Подкатываю в шар и оставлю отдохнуть на 5 минут. Стол присыпаю мукой и буду раскатывать тесто в тонкий пласт. Из каждого куска у меня будет 2 кулича. Тесто я раскатываю очень тонко, оно буквально просвечивается. Сверху смазываю сливочным маслом и присыпаю половиной песочной крошки. И теперь половина всех цукатов. Скручиваю в плотный рулет. И оставляю его отдохнуть, пока я буду формовать второй. Теперь формую куличи. Первый рулет разрезаю пополам вдоль острым ножом. И сворачиваю тесто вот таким образом, чтобы были видны разрезанные слои теста. Красиво укладываю вершину. Сформованные куличи аккуратно переношу в формы. Тесто должно занимать не больше половины формы. Я сформировала все куличи и теперь отправляю их на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Конечно, для этого может понадобиться и больше времени, в зависимости от того, какая температура у вас в помещении. Тесто хорошо подошло, и куличи я отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Затем снижаю температуру до 180 градусов и выпекаю еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Если надо, верх куличей можно прикрыть фольгой. Также хочу обратить ваше внимание, что дно форм я обернула фольгой, чтобы не подтекало масло. Куличи испеклись, они великолепные. Проверяю их готовность. Извлекаю их из форм. Куличи выкладываю бочком на полотенце и оставляю остывать. Периодически их переворачиваю. Для украшения куличей краффинов не нужна глазурь. Я их присыпаю сахарной пудрой. Они получаются очень красивые и вкусные. Готовлю замечательные куличи на быстром, можно сказать, ленивом дрожжевом тесте, без замеса. Куличи получаются красивые, высокие, очень вкусные. Тесто сдобное, в нем много цукатов. Рецепт очень простой и получится у всех. Ароматизирую сахар, цедры апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю и оставляю на 5 минут. В теплое молоко добавляю 2 столовые ложки сахара, всыпаю дрожжи, перемешиваю, оставляю на 5-7 минут. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю ароматный сахар, добавляю соль и 2 чайные ложки экстракта ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. По одному добавляю яйца и каждый раз хорошо перемешиваю. В другую миску просеиваю муку, небольшую часть оставляю. В муку добавляю разрыхлитель для теста. Это секрет приготовления этого ленивого теста. Куличи получаются очень высокие и не опадают даже после того, как они остынут. Вливаю в муку подошедшие дрожжи и добавляю масло с яйцами и сахаром. Хорошо вымешиваю лопаткой.
добавляю всю оставшуюся муку. Для рецепта может понадобиться больше или меньше муки. У меня тесто получилось еще очень вязкое, и я дополнительно добавлю еще 50 граммов муки. Еще пару минут вымешиваю лопаткой. Тесто получается достаточно липкое. Смотрите консистенцию. Подбираю его со стенок, закрываю пленкой и ставлю в теплое место примерно на 1 час. Изюм и клюкву заливаю апельсиновым соком, чтобы они стали мягче. У меня 4 формы для куличей. Диаметр 12 см, высота 10 см. Но я нарастила ее пергаментной бумагой до высоты 14 см. Бумагу смазала сливочным маслом. Изюм и клюкву переложила в сито и обсушиваю бумажным полотенцем. Соединяю все сухофрукты и цукаты. Присыпаю слегка мукой и перемешиваю. Тесто замечательно подошло. Руки я смазала растительным маслом, тесто слегка обминаю и добавляю цукаты. Вмешиваю их. И сейчас буду наполнять тестом формы. Тесто слегка округляю и выкладываю в форму. Заполняю ее примерно на 1/3. На каждую форму у меня получается примерно по 450 граммов теста. Закрываю все сверху пленкой и оставляю в теплом месте примерно на 1 час. Тесто великолепно подошло, и я отправляю куличи выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Формы ставлю на 2-й снизу уровень, включен верх и низ духовки. Если куличи начнут слишком сильно подпекаться, прикрою их фольгой. Куличи испеклись. Проверяю готовность. Достаю из форм и остужаю на полотенцах бочком, так как пока они горячие, они очень нежные. И, конечно, украшайте куличи по своему вкусу. Я делаю очень простую сахарную глазурь. В сахарную пудру добавляю молоко и перемешиваю. Густоту корректируйте по своему вкусу. Но чтобы хорошо держались украшения из цукатов, лучше, чтобы глазурь была густая. Глазурь я еще прогреваю примерно в течение 15 секунд в микроволновке. Так она будет быстрее застывать. Сверху все украшаю цукатами и орехами. Если глазурь начинает застывать, можно ее подогреть. Вот такие красивые и вкусные куличи получились. И по очень простому рецепту. И также для тех, у кого совсем нет времени или не любит дрожжевую выпечку, предлагаю рецепт кулича без дрожжей. Он очень вкусный, влажный, сдобный, похож на кекс. И на его приготовление не понадобится много времени. Такой кулич-кекс может долго храниться. Сразу подготовила 2 формы. Диаметр 12 см, высота 10 см. Но при помощи пергаментной бумаги я нарастила высоту до 12 см. Все смазала сливочным маслом. В миску выкладываю мягкое сливочное масло. Добавляю сахар, у меня тростниковый, добавляю соль. Хорошо взбиваю в пышную светлую массу. Теперь по одному добавляю яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Теперь добавляю экстракт ванили и цедру апельсина. Вливаю постепенно молоко и перемешиваю. Всыпаю миндальную муку, перемешиваю лопаткой. Просеиваю муку и разрыхлитель. Быстро перемешиваю лопаткой. Это тесто не надо долго вымешивать, чтобы оно не затянулось и не было жестким. Получилось вот такое очень нежное пышное тесто. Добавляю в него изюм, светлый и темный. Перемешиваю. И теперь тестом наполняю формы.
выравниваю вверх. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Затем снижаю температуру духовки до 160 градусов и выпекаю куличи еще примерно 70-75 минут. Включен верх и низ духовки. Но, конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. И также очень много зависит от того, какого размера формы вы используете. Если формы ниже, шире, куличи будут выпекаться меньше времени. Если верх начнет подпекаться, можно прикрыть его фольгой. Куличи испеклись. Проверяю их готовность. Извлекаю из формы и оставляю остывать. Куличи украшайте по своему вкусу. Я украшаю белковой заварной глазурью. Ссылки на все рецепты глазури я оставлю в описании под видео. Куличи получились очень вкусные, влажные, сладкие и красивые. Я думаю, здесь есть рецепты на любой вкус, и вы сможете выбрать свой. Но, конечно, я буду еще готовить для вас и другие новые рецепты куличей. Поэтому обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео.